Легкий шелест свадебных платьев, яркие вспышки камер и нежный аромат белых роз наполняли просторный зал. Для Софии этот день должен был стать началом новой жизни, ради которого она так долго трудилась и переживала. Все было идеально. До мельчайших деталей, тщательно продуманных и сплетенных в кружево ее невидимых и осязаемых мечтаний. За ее счастьем стоял не только Лиам, мужчина, которого она любила с самой первой встречи, но и сила их чувств, поддержка друзей, каскады изысканных блюд и даже легкая августовская дымка, что играла за окнами, будто благословляя молодоженов. Но среди гостей, словно единственное серое пятно на пестром святом холсте, ощущалась странно чужой одна только женщина, миссис Карлтон, мать Лиама. Ее присутствие угнетало Софию сильнее, чем она сама готова была себе признать, и даже тонкие улыбки и деликатные поклоны не могли скрыть явного холода. Через себя София уже не раз пропустила мысль: одобрения со стороны этой женщины не дождаться никогда. Сколько она ни старалась понравиться будущей свекрови, выбирала изысканные подарки, сдерживала себя в остроумии, старалась не вспоминать о нелепой случайности с пролитым вином на их первой встрече, все было тщетно. В каждом взгляде, неловком вздохе миссис Карлтон скользила тень недовольства и превосходства, к которому прибавлялась неуловимая обида за сына, будто София приговорена изначально. Когда незнакомый для приглашенных мужчина в черной рубашке, держащий в руке простое пластиковое ведро, решительно направился к центру зала. Он выглядел частью обслуживающего персонала, но двигался с намерением слишком осознанным. Никто еще не понял, что грядет беда. Его движения были резкие. Он пробирался меж гостей, лавируя так, будто у него особая миссия. Через секунду развернется буря, которую никто не ожидал увидеть на самой красивой свадьбе года. План миссис Карлтон был прост и жесток. Все ее опасения, таившиеся под маской родительской любви, обернулись во что-то подлое и мстительное. Долго не решаясь на открытый конфликт и не сумев отговорить сына от брака, она наняла чужого человека, чтобы тот выполнил грязную работу. Осуществить маленькую трагедию там, где должна была быть только радость. Она была убеждена, что если не остановит свадьбу, достаточно испортить впечатление, сделать пятно на главном платье Софии символом позора, вины и стыда, который будет вспоминаться еще долгие годы, охлаждая чувства Лиама к невесте. Лиам заметил тревогу на лице любимой, увидел, как ее глаза расширились, когда незнакомец подошел слишком близко, и его рука непостижимо дрожала с ведром. Брианна, подруга невесты, первой почувствовала тревожную атмосферу. Бросилась к мужчине, крича сквозь музыку, скандируя его имя, возможно, в надежде опознать, но ее голос утонул в веселом реве динамиков и многоголосом смехе друзей. Краска уже взлетала, алой струей. Багровым потоком она накрыла хрустящее платье, искреннее кружево и драгоценный шелк, оставив причудливые прожилки на когда-то идеальной белизне. Шок. Абсолютная пауза. Зал вдруг замер. Даже столовые приборы, как показалось, перестали звенеть. Красная краска покрывала не только весь перед платья, но и оставляла на полу уродливую лужу, куда вплавь отправились лепестки роз. Гости жениху и невесте, многие из которых знали о непростых отношениях с миссис Карлтон, не сразу постигли логику случившегося. Некоторые дамы вскрикнули, испугавшись неожиданной агрессии. Пара мужчин бросились к Софии и Лиаму, предлагая платки, кофе и словесные утешения, но никто не смел смотреть в глаза. Ни ей, ни миссис Карлтон. Наступило густое и вязкое молчание, в котором застыли стыд и растерянность. Лиам повернул голову и посмотрел в глаза своей матери, которую, казалось, никто не замечал. Она, как часть мебели, привыкла оставаться незаметной во время важных событий. Именно сейчас он увидел испуг, слабость, момент узнавания и детское упрямство, от которого не осталось былой власти.
Она отчаянно пыталась сохранить хотя бы видимость достоинства, вздернув подбородок. Решимость сына пугала ее больше, чем поступок, который она заказала. Она хотела только одного — убедить себя и окружающих, что эти страсти ей были навязаны, что София виновата сама, а вся эта история вовсе не специальна. «Это была ты». Его голос звучал очень тихо, но дрожь и ярость в нем сделали всех свидетелями этой сцены. «Ты говоришь глупости, Лиам. Я бы не решилась на такое, я просто... Миссис Карлтон сбилась, не зная, к чему апеллировать, к морали или к материальному ущербу. Но София уже стояла с мерзлыми руками, которые судорожно сжимали испорченный подол ненужного платья. Никто из гостей не смотрел на миссис Карлтон. Теперь весь зал ждал решения Лиама. Камеры отвели объективы, даже фотографу стало неудобно фиксировать эту сцену человеческой расплаты. В глазах Софии блестели слезы обиды и отчаяния, но она сдерживалась, стараясь не расплакаться тут же, на глазах сотен свидетелей. «Не слушай ее, Лиам. Пусть она не победит. Не позволяй нам стать игрушками в ее руках», — шептала София, ее голос дрожал, но в нем была и сила. «Она уничтожила твой праздник, наш праздник, наш день, который должен был быть только о любви», — прошипел он. Его руки сжимались в кулаки, и он сделал шаг вперед, став между Софией и матерью, как юный рыцарь, наконец нашедший причину, ради которой стоит идти на принцип. Быстро, почти инстинктивно, Брианна подхватила Софию под локоть и аккуратно увела ее в сторону, к запертой двери, где временно скрыли запасное платье, приготовленное на случай аварии или казуса. Они торопились, едва не падая, и тихо шептались, перебирая разрезы, чтобы найти то самое светло-голубое платье. Его не выбирали для торжества, но теперь оно казалось не просто вторым шансом, а символом силы духа, маленькой и гордой победы. В комнате для переодевания они нервно зашнуровывали корсет, Брианна вытирала слезы с лица подруги, обе делали глубокие вдохи, чтобы вернуть себе самообладание, ведь праздник только начинался. Все это время в зале Лиам стоял с застывшим лицом, затаив всю внутреннюю бурю. Он понимал. Настал момент, когда нужно не просто защищать любимую, но и дать понять матери. Ее власть закончилась, а безнаказанность перестала быть ее спутницей. Его решение было твердым и окончательным. Он задумал необычную месть, не пошлость и не скандал, а правду, честную и открытую. Когда гости с тревогой собирались за столами, обсуждая инцидент, он вызвал мать в центр. Шаркая по ковру и пряча глаза, миссис Карлтон показалась маленькой и нелепой. Потом Лиам взял микрофон, и впервые за много лет в его голосе прозвучала настоящая сила. «Мама, я прошу тебя выйти и объясниться перед всеми». Его голос гремел, и даже официанты, замирая, смотрели на него и на его силу. Мать попыталась шуточками перевести все в шутку, но в этот момент совершенно ясно стало — никто не желает смеяться. Ах, какой конфуз! Это же всего лишь платье. София всегда имела вкус к высокому искусству, вот и казус. Ее слова повисли в воздухе, а гости смотрели в пол. Влюбленные пары стискивали друг другу руки, дети уткнулись в телефоны. В это время взгляды гостей стали еще более тревожными, некоторые покидали свои места, уносясь мыслями в воспоминания о собственных семейных ссорах. Брианна и София, перебравшись в дальний угол, наблюдали все происходящее. София обнимала подругу за плечо, молча надеясь, что сейчас все разрешится. Ее взгляд, полный просьбы, был направлен на Лиама. Он чувствовал эту немую поддержку, она давала ему силы. Лиам решительно подошел к матери и проговорил твердо, чтобы услышал весь зал. «Проси прощения у Софии. Сейчас. Иначе ты потеряешь меня навсегда, мама». Миссис Карлтон словно оцепенела и не могла поверить в происходящее. Она считала, что всегда сможет управлять отношениями сына, что прощение придет само, но теперь впервые в его глазах читалось:
Последствия необратимы. Она пыталась что-то ответить, но слова тонули в общем шуме. Она едва слышно прошептала «Со мной все ясно» и, не скрывая слез, побрела из зала. По винтовой лестнице, вызывая шепоты среди тетушек и подруг Софии, миссис Карлтон выходила, впервые по-настоящему уязвленной, впервые осознав цену своему контролю. Лиам, с усилием сдерживая дрожь, обнял Софию за плечи, и они остались в центре зала, нелепо освещенные проектором свадебных слайдов. «Я клянусь защищать тебя всегда, даже если это будет значить потерю всей остальной семьи», произнес Лиам вслух, его слова эхом разнеслись по залу. Эта фраза окутывала их как молитва, как семейный обет, с которого начиналась новая жизнь, пусть и с пятном на платье, но с чистым сердцем. Церемония продолжилась вопреки всему. В голубом запасном платье, с видимыми следами пролитой краски на запястьях, София и Лиам произносили свои обещания друг другу. Их голоса дрожали. Брианна, стоявшая чуть позади, открыто плакала от облегчения, от боли, от глухой радости, что правда восторжествовала, несмотря на все попытки разрушить этот день. На свадебном приеме напряжение повисло густым туманом. Некоторые гости, особенно молодежь, попытались отвести разговоры на нейтральные темы, но большинство все же обсуждало случившееся. Зачем нужна была эта сцена? Как так вышло, что мать решилась на подобную подлость? Кто-то косился на залитое краской платье, забытое на стуле. Музыка сперва звучала неуместно громко, почти нарочито весело. Это был жест не сопротивления, а отступления перед бурей. Лиам и София вскоре вышли на первый медленный танец. На их губах была осторожная, тихая улыбка, а по щекам время от времени пробегала дрожь. Ведь всю боль и стыд последних часов невозможно было стереть просто так. Но, несмотря на остаток тревоги, они держали друг друга крепко, демонстрируя собравшимся свою нерушимую верность и готовность смотреть вперед. Тем временем миссис Карлтон пряталась в фойе, стараясь избежать встречных взглядов. Она все еще не могла поверить, что план так пошел наперекосяк, и искала оправдания собственным действиям. Но в душе впервые за долгое время почувствовала, как страшно быть отвергнутой. Только позже, ближе к завершению праздника, она осмелилась приблизиться к Софии, едва заметно поклонившись. «Прости меня», — дрогнувшим голосом проговорила она. «Я не думала, что все можно так разрушить. Я просто...» София уже не чувствовала гнева. За этот тяжелый день она истощила почти все силы, и теперь ее переполняла усталость, в которой смешались страх, жалость и какое-то мягкое, спокойное превосходство. Она взглянула на миссис Карлтон твердо, но без злости. «Я не для того вышла за Лиама, чтобы всю жизнь сражаться с вами, миссис Карлтон. У меня достаточно любви к сыну, чтобы позаботиться о собственной семье, и сил для того, чтобы защищать нас обоих». Эти слова не были попыткой поставить точку, скорее точкой отсчета для иной, взрослой жизни, где уважение важнее всех притянутых обид. Прошли долгие месяцы медленно и непросто. Примирение оказалось затяжной дорогой. София не сразу открыла сердце свекрови, а у Лиама ушло много времени, чтобы унять внутренний конфликт между сыновней преданностью и искренней любовью. Миссис Карлтон настойчиво искала пути вернуться в семью. Сначала через дорогие подарки, потом деликатные звонки, нескончаемые комплименты и советы, сдержанное участие в семейных торжествах. Когда стало известно о беременности Софии, это случилось через 8 месяцев после свадьбы, когда чувства улеглись, а боли стали частью опыта. Первым сообщил Лиам матери. Миссис Карлтон с трепетом собирала старую колыбель, делилась бабушкиными рецептами и пыталась всячески быть полезной молодой семье. София, став матерью, четко обозначила: никаких сравнений между детьми, никаких упреков и нотаций, никакого чувства неполноценности для любого из внуков.
Миссис Карлтон пообещала твердо соблюдать правила Софии. Их ребенок не почувствует себя нелюбимым или лишним. Постепенно и искренне она начала относиться к Софии с большим уважением, а не с надменной холодностью, все больше ценя теплоту молодой семьи. С рождением первого внука все чувства миссис Карлтон сменили знак. Она впервые за много лет стала по-настоящему мягкой, участвовала в заботах о малыше, читала сказки, гуляла в парке, даже пыталась научиться готовить специальные блюда по просьбам Софии. Лиам все чаще улыбался матери, а Брианна, наблюдая за ее изменениями, сама поверила, что люди способны меняться к лучшему. Скоро внуки стали для миссис Карлтон настоящей отдушиной. Она баловала их, защищала и искренне ценила каждый момент рядом. София уже не боялась прошлых обид. Теперь она видела перед собой не строгую критиканшу, а чуткую бабушку, которая, пусть и прошла долгий путь, нашла в себе силы стать лучше ради семьи. Тот легендарный свадебный день постепенно ушел в воспоминания. На старых фотографиях еще видно то красное пятно, будто шрам, прорезающий шелковую ткань платья Софии. Но никакие следы на материальном не могли затмить тех перемен, что произошли в их жизнях. Смех и доброта, искренняя любовь к семье и детям заполнили пустоты, созданные болью. Есть вещи, которые забываются, а есть такие, что становятся фундаментом для новой жизни. Для Лиама, Софии и миссис Карлтон испытание свадьбой оказалось тем самым шагом к примирению. Она научилась любить внуков, не требуя идеальности, а просто так, за то, что они есть на свете. София приняла свою роль хозяйки, Лиам сделал выбор в пользу любви, и больше никогда ни в чьей жизни не пролилась красная краска для разрушения счастья их семьи.